Нет ни одного доказательства. Зеленский заявил, что Украина не участвовала в подрыве северных потоков. Дипломатическая война. Россия отозвала своего посла из Великобритании в июле и не назначила ему замену. В Краснодаре прогремела серия взрывов и начались пожары. Под атакой склады сразу нескольких маркетплейсов. Предательство в обмен на сделку. Путин назвал Ахмата Кадырова образцом для участников войны России против Украины. В сети появилась новая видеозапись с участием верховного лидера Ирана Маджтаба Хаминеи. Иранский реал установил новый антирекорд. Цены в стране на 88% выше, чем годом ранее. В Буэнос-Айресе стартовали отборочные этапы чемпионата мира по танго. Соревнуются лучшие 800 пар. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Киеве состоялся саммит Украина-Nordic-Baltic 8. Во время заседания, которое проходило в широком формате с руководством Украины, стороны определили 3 ключевых приоритета на ближайшие несколько месяцев. Усиление украинской ПВО, защита критической и гражданской инфраструктуры в зимний период и усиление санкционного давления на Россию. Фокус был сделан на критической потребности Киева в дополнительных зенитно-ракетных комплексах и средствах защиты неба на фоне ежедневных массированных ракетных и дроновых ударов со стороны Российской Федерации. В частности, мы говорили о противовоздушной обороне. Это был длительный диалог. Мы обсудили наши потребности, способы защиты нашего воздушного пространства, ракеты для Patriot. После этого подробно проговорили наш проект «Фрея». Это действительно чрезвычайно важный для нас проект и важная программа. Мы готовы предпринять конкретные шаги совместно с нашими партнерами и представителями этого проекта уже в ближайшие недели. Есть новые пакеты поддержки для Украины и наших военных. Мы говорили о пакетах военной и гуманитарной помощи. Хотел бы поблагодарить всех наших партнеров. Кроме того, речь идет о решениях по поддержке на следующий год. Сегодня также будет подписание соглашений о стратегическом партнерстве и сотрудничестве по дронам с Норвегией. Это действительно очень важно. Нам необходимо заключить аналогичные документы с каждой европейской страной. Кроме того, мы обсудили ситуацию вокруг Черного моря, в частности то, каким образом Россия блокирует коридор для поставок продовольствия и что мы будем с этим делать. Мы также обсудили наши пробелы в финансировании. Мы абсолютно откровенно и четко проговорили этот вопрос с партнерами. Очень важно, что мы понимаем друг друга. Здесь нет никаких тайн. Сейчас речь идет о 27 миллиардах, а также от 8 до 10 миллиардах, которые понадобятся нам в начале следующего года, чтобы усилить наши вооруженные силы. 2 главных вопроса, которые мы сегодня глубоко разбирали, это противоракетная оборона, все, что связано с зимой и зимними вызовами, и деньги. Это очень связанные между собой вещи, потому что деньги нужны и на противоракетную оборону, и на дроны нашего производства, чтобы отвечать России на все ее эскалационные действия, чтобы она чувствовала войну на своей территории, и чтобы это давило на Путина и заставляло его закончить эту войну. Эта стратегия работает, и я думаю, что она обязательно сработает. Вопрос дефицита денег очень серьезный. Из 27 миллиардов от 8 до 10 миллиардов – это средства, которые сейчас необходимы для того, чтобы в январе и феврале у нашей армии было соответствующее оружие, а у гражданских – необходимая защита. Я имею в виду ПВО и другие средства. Эти от 8 до 10 миллиардов нужны на ближайшие месяцы, и деньги необходимы уже сейчас. Мы обсуждали разные возможности. Безусловно, замороженные активы – одна из них. Мы будем работать и в двустороннем формате с разными странами. Нужно также работать над приближением второго транша из 90 миллиардов и отдельно заниматься вопросом замороженных активов. Кроме того, будем работать со странами, которые не входят в Европейский Союз. У нас есть разные партнеры, с которыми мы будем поднимать этот вопрос, чтобы получить возможность привлечь эти средства. Это серьезный вызов, который мы понимаем, но пока, слава богу, не ощущаем. И дай бог, чтобы мы его не почувствовали ни в гражданском пространстве, ни на поле боя. Над этим нужно работать всем. Владимир Зеленский также ответил на вопрос о возможной причастности украинского государства к подрыву Северного потока, произошедшему осенью 2022 года. По его словам, Украина официально не принимала участия в диверсии на этом объекте. Украина официально никогда не принимала участие ни в какой операции. Что касается подрыва Северного потока-2, здесь вопрос не в том, кто чего хочет или не хочет. Идет расследование, есть определенная ситуация, обвинения, соответствующие свидетели. То есть процесс проходит на высоком уровне. Мы обсуждали это с немецкой стороной, и это не первый такой разговор. Они прекрасно знают, что Украина не стояла ни за реализацией, ни за самим замыслом этой операции.
Мы не имеем к этому отношения. Что касается происходившего и деталей, в том числе участия граждан Украины, идет следствие. Я думаю, будут получены все соответствующие результаты. Мы всегда готовы помогать нашим партнерам. Безусловно, мы уже это делаем. Наша Генеральная прокуратура занимается этим вопросом. Министерство иностранных дел также работает над ним. Поверьте, у нас идут постоянные контакты. Мы открыты ко всему. Для нас очень важно не потерять партнерство и доверие европейских стран, которые помогают Украине с самого начала этой войны. Поэтому мы абсолютно открыты для совместных шагов в рамках расследования и соответствующих действий по событиям того времени. Владимир Зеленский встретился с сенаторами США от обеих партий, Ричардом Блюменталем и Джеймсом Лэнгфордом, которые прибыли в Киев. Он поблагодарил американских законодателей за неизменную двухпартийную и двухпалатную поддержку, упомянув о законопроекте об антироссийских санкциях покойного сенатора Линдси Грэма. «Мы ценим, что в обеих палатах Конгресса продолжается работа над усилением давления на Россию и надеемся, что в конечном итоге удастся реализовать законопроект Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана», написал на своей странице в соцсети Зеленский. Он также проинформировал сенаторов о постоянном российском ракетном терроре и подчеркнул, что Украина должна иметь возможности для противодействия таким ударам. По его словам, решение Вашингтона о предоставлении лицензий на производство патриотов может значительно помочь. Напомним, Сенат Конгресса Соединенных Штатов 7 августа одобрил проект о санкциях против Москвы. Речь идет о карательных тарифах для стран, импортирующих российские энергоресурсы. Дальнейшее рассмотрение документов в Палате представителей и принятие возможно не раньше сентября. До 31 августа законодатели уходят на перерыв. В Киеве состоялась презентация аудиовизуальной арт-инсталляции «Будущее помнит», которая осветила монумент «Родина-мать». Проект был создан специально ко Дню независимости. Инсталляция будет проецироваться на монументе каждый вечер до 1 сентября. Дизайнеры соединили графику, световую проекцию, музыку и звук. В основе инсталляции «Будущее помнит» символы, призванные напомнить об украинских корнях и различных культурах, что формировали историю земель. В проекции объединили казацкую вышивку, крымско-татарские орнаменты и знаки древних цивилизаций – греков, скифов и славян. Кроме того, авторы заложили собственную систему символов. Корни означают связь с землей и прошлыми поколениями, спирали – цикличность времени, вода – очищение от навязанных идей, а крылья – свободу выбора и возможность двигаться вперед. Финалом становятся звезды и созвездия. Звезды олицетворяют людей и их мечты, а созвездия – взаимосвязь украинцев и будущего, которое они создают вместе. Владимир Путин назвал Ахмата Кадырова образцом для участников войны России против Украины, фактически поставив в пример предательство в обмен на сделку с Кремлем и неограниченное право на коррупцию в обмен на безусловную лояльность. Обращение Путина, опубликованное Кремлем, было приурочено к 75-летию главы подконтрольной Москве Чечни. Именно вера в свой народ, в его будущее определяли жизненный путь Ахмата Абдулхамидовича. Помогли ему принять важнейшие и глубоко осознанные решения в драматичный, тяжелый период испытаний, через который Чечня прошла в 90-е годы. В самый сложный момент, когда общество было разделено и расколото, а республика, по сути, лежала в руинах, Ахмат Хаджи взял на себя колоссальную ответственность. Его позиция, основанная на глубокой внутренней убежденности, была однозначной. Судьба Чечни неотделима от судьбы России. А его главной целью было не просто остановить братоубийственный конфликт, а покончить с ним навсегда. Возродить Чечню, сберечь весь Северный Кавказ и поставить надежный заслон агрессии международного терроризма, которая поддерживалась и поощрялась из-за рубежа врагами многонационального народа России. Ахмат Хаджи всегда верил в то, что Чечня будет благополучной и процветающей. Убежден, он бы гордился тем, какой республика стала сейчас, ее преображением, динамичным развитием. Гордился бы тем, как достойно продолжают его дело единомышленники. Прежде всего, его сын. Имя Ахмата Кадырова – пример его служения. Сегодня воодушевляют бойцов, воинов из Чеченской Республики. Они плечом к плечу с представителями других народов России отважно сражаются за общее дело. В ходе специальной военной операции отстаивают суверенитет, независимость и законные интересы нашей общей Родины. Такая сплоченность, глубокое понимание неразрывной связи между всеми народами, живущими в нашей стране, уважение к их традициям и самобытности – лучшая дань памяти Ахмату Абдулхамидовичу
В Первую Чеченскую войну Кадыров был верховным муфтием Ичкерии, объявил России джихад и поддерживал вооруженную борьбу за независимость своей страны. В 1999 году он перешел на сторону Москвы. Путин назначил Кадырова главой чеченской администрации, затем президентом альтернативной независимой Ичкерии Чеченской Республики. 9 мая 2004 года Кадыров погиб при взрыве в Грозном. Неофициальным наследником был назначен не получивший даже среднего образования и воевавший с подросткового возраста старший сын Рамзан. На встречу в Кремль он тогда приехал в спортивном костюме. Клан Кадыровых отказался от идеи независимости и гарантировал Путину личную преданность. Взамен Тейп получил неограниченное и неконтролируемое федеральное финансирование, собственную силовую вертикаль и свободу управлять Чечней, невзирая на федеральное российское законодательство. Государственность Ичкерии фактически была ликвидирована, а формальные органы власти подконтрольной России, так Чеченской Республики, полностью подчинили клановой вертикали Кадыровых. Правозащитники еще в нулевых документировали похищения, пытки, внесудебные расправы и коллективные наказания. Однако за последние 20 лет кланом Кадыровых при поддержке российских силовиков были ликвидированы практически все критики сложившейся системы. Среди них журналистка Анна Политковская, расследовавшая преступления в Чечне, сотрудница «Мемориала» Наталья Стимирова, правозащитники Зарема Садулаева и Алик Джабраилов, бывший охранник Кадырова Умар Исраилов, подавший жалобу о пытках в Европейский суд по правам человека. Заказчики большинства этих убийств формально не установлены. Непосредственная причастность Кадырова судом формально не доказана. При этом формально Чечня остается субъектом России, фактически финансируемым Кремлем феодальным анклавом. В российском городе Краснодаре прогремела серия взрывов и начались пожары. По сообщениям местных жителей, в окрестностях слышны громкие взрывы и пролеты групп дронов. Мониторинговые группы указывают, что под атакой может находиться хаб российского маркетплейса «Озон». За последние несколько дней это уже третий склад этого маркетплейса, оказавшегося под ударами беспилотников. Несколько интернет-изданий сообщают, что горит также склад сети магазинов, посуды и товаров для дома Kuchenland Home. Американский дипломат Пол Хьюстон приступил к исполнению обязанностей временного поверенного в делах США в Украине. Об этом на своей странице в соцсети X сообщило посольство США в Украине. Хьюстон отметил, что начал свою миссию в Киеве с участием в национальном молитвенном завтраке, посвященном 35-й годовщине независимости Украины. Хьюстон подчеркнул важность свободы вероисповедания как фундамента мира и выразил готовность развивать отношения между странами. Пол Хьюстон – карьерный дипломат высшего ранга со званием министра-советника. До приезда в Украину он работал временным поверенным в делах США в Нигере. До этого он занимал должности первого заместителя помощника госсекретаря и заместителя помощника госсекретаря по вопросам расследования и анализа угроз в Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США. Россия отозвала своего посла из Великобритании в июле и не назначила ему замену, фактически понизив уровень дипломатических отношений. В посольстве России заявили, что посол Келлен покинул страну в надежде на то, что в конечном итоге удастся восстановить более конструктивный и уважительный диалог, если Великобритания пересмотрит свою политику. Этот шаг последовал за сообщениями о том, что британские ударные беспилотники впервые были использованы для нанесения глубоких ударов по территории России. Посольство предупредило, действия Лондона неизбежно повлекут за собой последствия. Чем глубже его вмешательство, тем выше будет цена. Бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман сообщил, что заявления Москвы о резком ухудшении двусторонних отношений с 2018 года заставляют задуматься, не пойдет ли на этот раз Москва на окончательное ухудшение отношений, не заменив посла. Иранский новостной сайт Руакна опубликовал новую видеозапись с участием верховного лидера Ирана Маджтабы Хаминеи. На кадрах он сидит за столом, работает с документами и с кем-то разговаривает. Вероятнее всего, запись архивная. Новое видео появилось на фоне многочисленных неподтвержденных сообщений в социальных сетях о якобы гибели Маджтабы Хаминеи в ходе одного из авиаударов в последние недели, которое сопровождается видео якобы этого авиаудара по строению, напоминающему барак в отдаленной местности. Кроме того, религиозные организации в Иране объявили о сборе пожертвований на сумму около $1 300 000 для жертвоприношения 10 тысяч овец за здоровье Маджтабы Хаминеи. Сейчас в Иране одна овца стоит до $132. Больше среднемесячного дохода семьи из 3 человек. Компания вызвала возмущение иранцев. На фоне продовольственной инфляции многие семьи не могут позволить себе не только баранину, но даже самую дешевую курятину. А их призывают финансировать дорогостоящий религиозный ритуал. Маджтаба Хаминеи не появлялся на публике после назначения преемником своего отца аятоллы Али Хаминеи, ликвидированного при американо-израильском ударе в начале войны 28 февраля. По данным агентства Reuters, Маджтаба Хаминеи во время этого удара получил тяжелые травмы.
Возможно, потерял конечности, получил травмы лица и с трудом разговаривает. Ранее государственные СМИ показали еще одно видео с его религиозной лекцией, снятое, судя по всему, еще до начала боевых действий. Отсутствие Хаминеи, в том числе на похоронах отца, усилило слухи о его состоянии и вообще способности понимать происходящее и управлять страной. Иранские власти объясняют отсутствие нового лидера соображениями безопасности. 24 августа может стать так называемым «Днем Д» для Ирана. Ближе к вечеру США обещают объявить детали крупнейшей экономической операции. Министр финансов США Скотт Бессент должен представить новые меры давления, которые Дональд Трамп называет самой сокрушительной экономической операцией против Ирана в истории. Американский президент заявил, что Вашингтон намерен усилить экономическую изоляцию Тегерана и лишить его возможности обходить санкции. Под угрозой окажутся не только иранские компании, но и иностранные государства, банки и бизнес, которые будут помогать Тегерану. Трамп предупредил о серьезных последствиях за поддержку Ирана через финансовые учреждения, компании, аэропорты или государственные структуры. В частности, речь идет о прекращении контрабанды нефти, валютных операций, наличных переводов, деятельности обменников, регистрации судов под иностранными флагами и использовании эффективных компаний. Трамп призвал союзников США присоединиться к экономической изоляции Ирана и заявил, что Тегеран должен прекратить попытки получить ядерное оружие. При этом американский президент подчеркнул, что Ирану предлагали возможность заключить соглашение, однако Тегеран, по его словам, не воспользовался этим шансом. Иранский реал установил новый антирекорд. В воскресенье доллар впервые подорожал на свободном рынке до 2 миллионов реалов, или 200 тысяч таманов. Иранцы обычно рассчитываются в таманах. 1 таман равен 10 реалам. Еще 15 месяцев назад доллар стоил около 100 тысяч таманов. За это время национальная валюта обесценилась вдвое. Цена 1 евро достигла 234 тысяч таманов. Британский фунт – 272 тысяч. За 6 месяцев войны с США и Израилем авиаудары повредили энергетическую, транспортную и военную инфраструктуру страны. Американские санкции ограничили экспорт нефти, расчеты и доступ к валюте. Переговоры с Вашингтоном остановились. Иран блокирует проход несогласованных с Тегераном танкеров через Ормузский пролив. Судоходство там почти прекратилось, цены на нефть в мире существенно выросли, но одновременно сократились экспортные и валютные доходы самого Ирана. По данным статистического центра Ирана, в июле потребительские цены были почти на 88% выше, чем годом ранее. Продовольствие подорожало на 128%. Масло и жиры более чем в 3,5 раза. Молочные продукты и яйца почти в 2,5 раза. Мясо на 145%. Средняя инфляция за 12 месяцев достигла 66%. Иранское агентство ИЛНА приводит расчеты профсоюзного активиста Фарамарза Тофиги. Минимальные расходы семьи из 3 человек превысили 90 миллионов таманов в месяц, то есть $450 США, вдвое больше, чем в марте. Средний месячный доход семьи – 2 супругов и 1 ребенок. Вместе со всеми доплатами от государства около 25 миллионов таманов. Это примерно $125 США. Этого хватает примерно на 8 дней и только на самую скромную еду. Минимальный набор продуктов на месяц семье из 3 человек обходится более чем в 34 миллиона таманов. $170 США. Иранские СМИ сообщают, что семьи отказываются сначала от мяса, затем от курицы и яиц. Некоторые покупают мясной бульон вместо мяса. Хлеб в Тегеране менее чем за год подорожал почти вдвое. Лекарства и стоматологическое лечение все чаще предлагают в рассрочку. Газета «Этелад» пишет, что отдельные счета за воду и электричество за месяц выросли в 3-4 раза. Более 5 миллионов пенсионеров и получателей социальных выплат до сих пор ждут выплаты пенсий за апрель и май. Погасить задолженность власти обещают только в начале сентября. На этом фоне министр нефти Ирана Мохсен Пакнижад объявил об открытии в провинции Фарс месторождения с запасами около 212 миллиардов кубометров газа. Извлечь можно примерно 161 миллиард. Объем, сопоставимый с 15 годами работы одной очереди месторождения Южный Парс. Иран располагает вторыми по величине газовыми запасами в мире. Однако разработка нового месторождения займет годы и не решит нынешний кризис, вызванный войной, санкциями и недостатком инвестиций. А радикальные исламисты, контролирующие политическую жизнь страны, на этом фоне требуют повышения уровня духовности и целомудрия населения и предлагают возобновить жесткое соблюдение закона об обязательном ношении женщинами хиджаба. Власти закрывают кафе, магазины и спортивные клубы, не контролирующие одежду посетительниц. Однако все больше иранок продолжают появляться на улицах без платков. Президент Ирана Масуд Пезешкиан признал, что изменить поведение людей принуждением невозможно. Состояние 89-летнего короля Норвегии Харальда ухудшилось в выходные во время пребывания в больнице. Об этом 23 августа сообщил Королевский двор.
Монарх был госпитализирован 17 августа и проходил лечение от анемии после того, как у него скопилась жидкость в организме на фоне лечения кортизоном. Позже врачи выявили у него бактериальную инфекцию в крови и назначили антибиотики. В королевском дворе заявили, что Харальд реагирует на лечение, а сейчас его состояние оценивается как стабильное. На время болезни обязанности регента выполняет наследник престола, кронпринц Хакон. Харальд считается старейшим действующим главой государства в Европе. В последние годы его здоровье неоднократно вызывало вопросы. Однако Королевский двор подчеркивает, что монарх продолжает получать необходимое медицинское лечение. Норвежская монархия в стране носит в основном церемониальный характер. Король не руководит правительством и не принимает политических решений, однако выполняет важные государственные и представительские функции. Поэтому временная передача полномочий кронпринцу позволяет обеспечить непрерывность работы государственных институтов. В американском штате Невада продолжает стремительно распространяться лесной пожар Хоук. Огонь уже охватил более 5000 гектаров. В округе Уошо объявили чрезвычайное положение, а из-за угрозы приближения пламени к жилым районам власти расширили зоны эвакуации. Около 1000 домохозяйств ранее предупредили о возможной эвакуации, а теперь жителям некоторых районов уже предписали покинуть свои дома. В тушении задействованы около 1000 пожарных и спасателей. Ночью к ним присоединились вертолеты. Ситуацию осложняют сильный ветер, низкая влажность и сухая растительность. Огонь может быстро менять направление и распространяться в сторону жилых кварталов. Пожар уже повредил отдельные строения. Однако спасатели продолжают бороться с огнем и защищать дома и людей. В Буэнос-Айресе стартовали отборочные этапы чемпионата мира по танго. Одного из главных событий для поклонников этого танца со всего мира. В этом году на конкурс приехали около 800 пар из 50 стран. Но до финала дойдут лишь 60 лучших в категории танго на паркете и 20 в сценическом танго. Сами отборочные соревнования начались 23 августа, а решающие выступления пройдут 2 сентября на сцене театра Гран Рекс. Танго для аргентинской столицы не просто танец, а часть культурной идентичности. Оно сформировалось в конце позапрошлого века в рабочих кварталах Буэнос-Айреса и Монтевидео под влиянием европейских мигрантов, африканских и местных традиций. И теперь пары со всего мира приехали именно сюда, чтобы доказать, кто лучше всех чувствует ритм, партнера и главное правило танго. Шаг может быть всего один, но сказать он должен очень многое. В танго есть тексты и музыка, которые довольно откровенны, иногда очень реалистичны, и в то же время они заставляют вас увидеть реальность, которую, возможно, вы не хотели видеть или не видели. И танго погружает вас в это место, как только вы начинаете слушать музыку и начинаете погружаться в этот мир. И много раз танго выводило меня из грусти. Для меня это больше, чем соревнование, это как образ жизни. Я думаю, что танго здесь совершенно другое. Это настоящее танго. И мне нравится все это старшее поколение. Вся история, все люди. Ходить на милонги и танцевать с людьми, которые танцевали всю свою жизнь. Потому что у них есть истории, которые они могут передать. Это то, что мне больше всего нравится в танго в Буэнос-Айресе. Потому что молодежь тоже танцует в Европе. Но нам не хватает этого фундаментального поколения. Этого поколения тангера и милонгера. Да, это нечто уникальное в Буэнос-Айресе.